На фоне грядущего дня рождения CS2 ожидание чего-то крупного только нарастает. Тем временем разработчики выпускают новое обновление для игры, которое весит почти 50 мегабайт, и в нем были замечены достаточно интересные манипуляции разработчиков. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шир, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту. Так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. На самом деле, сегодня было вполне ожидаемо, что выйдет обновление для игры. Сначала разработчики вывели новую закрытую тестовую версию, которая, кстати, возможно, не относится к сегодняшнему обновлению, а уже потом вышло наше с вами обновление, которое не очень-то много и привносит в игру. Добавили опции для обнаружения контрстрейфов на неофициальных серверах. Подробности можно посмотреть в описании переменных командной строки семейства SV AutoCS Strafe. А еще включили измерение сетевых задержек для прямых UDP соединений с комьюнити серверами. И данные об этих задержках теперь включены в вывод команды Net Connection Status. Ну и разумеется, обновили файлы локализации. Тем временем в скрытых файлах продолжают удалять некоторые строчки, связанные с операцией, а конкретно с ее квестами. И в прошлом ролике я уже объяснял, почему и как это наводит на мысль о том, что, возможно, разработчики нам ее готовят. Но сам пока что скептически отношусь к таким прогнозам. Куда более интереснее оказалась находка, связанная с изменениями в файле, который является частью панорамы. Дело в том, что номер компиляции этого файла изменился, но изменений в нем никаких нет. И это произошло потому, что разработчики недавно в нем добавляли новые скрипты. И для того, чтобы не палить новые утечки, перед обновлением затерли все изменения и заново этот файл откомпилировали. Но самый прикол в том, что данный файл в меню панорамы отвечает за окошечко новых предметов в инвентаре. В его скрипте еще и прописано выявление наград за выполнение миссий операции. Забавное такое совпадение, не находите? Также, возможно, разработчики могли его изменять, дабы внедрить либо новый тип предмета или же нового оружия. Ну а как уж будет на самом деле, узнаем уже в будущем. И напоследок я хотел бы поделиться еще одним интереснейшим фактом, о котором вы точно не знали, но он 100% вызовет у вас вопросы. Дело в том, что я время от времени стараюсь изучать все предыдущие версии игры и анализировать то, какие утечки всплывали перед тем или иным обновлением, и сопоставлять их уже с релизной версией той или иной функции. Понятное дело, я этим занимаюсь, чтобы улучшить свой анализ и прогноз утечек по будущим обновлениям. Короче, 1 сентября 2023 года выходило обновление в игре, которое имело в себе последние утечки, которые намекали на появление глаз у агентов. Ну а уже 27 сентября CS2 вышла в релиз и получила обновление, в котором таки и появились те самые глаза у агентов. Как вы могли понять, прошло 26 дней, чтобы разработчики релизнули глаза у агентов. И чтобы вы понимали, ничего кроме глаз и нового музыкального набора мы не получили в тот день. И сопоставив две версии обновлений, я заметил неладное. Система глаз и все настройки у агентов в обеих версиях были одинаковые, за исключением отключенной функции в
материале лица. И так как мы сейчас знаем, как работают глаза в игре, я решил форсом, то есть взломом, попытаться включить данную функцию в той версии, в которой они не работали. Разумеется, у меня получилось, и я ожидал всякое. То есть, возможно, отсутствие глаз на персонажах, или же неправильные координаты глаз, которые могут выглядеть криво, или на худой конец просто стеклянные глаза у агентов, который ими не поворачивает, потому что это ожидаемо, ведь не зря же они 26 дней данную функцию дорабатывали. Но на самом деле случилось то, что я никак не ожидал. Глаза у персонажа полностью работали, поворачиваются и смотрят в разные стороны, как и на релизе. Так еще и персонаж моргает, а я ведь только хотел проверить глаза. И в итоге что мы имеем, друзья? Искусственное задерживание новых функций в игре, которые уже могут работать. Разработчики не просто не выпускают обновления, как в Dota 2. Теперь вы знаете, что некоторые из них могут быть готовыми и просто не включенными. Живите теперь с этим. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!